Проверка дроссельной заслонки на износ без снятия. Сначала мы снимаем тросик газа. Вот он у нас. Теперь рукоять газа проворачиваем в открытое положение до максимума и проверяем осевой люфт. По звуку явно слышно, износ приличный. Еще можем проверить на подлипание. Открываем заслонку в максимальное положение и резко отпускаем. А теперь плавненько нажимаем и чувствуем, есть ли подлипание. В данном случае подлипание есть, но незначительное. Снятие дроссельной заслонки Mitsubishi Lancer 9 1.6. Во-первых, снимаем клемму аккумулятора. Минусовую. Обестачиваем сеть. Следующий момент. Мы должны сбросить излишнее давление в системе охлаждения, для того, чтобы потом у нас не было переизбытка жидкости из патрубков. Мы открываем крышку радиатора. Обязательно возьмите какую-то тряпочку, чтобы не было брызгов. Открываем, даем воздуху зайти, снимаем давление и закрываем обратно. Следующим этапом будет снятие воздухана. Для начала мы скидываем защитку, достаем наш фильтр грязный. Потом берем ключик на 10 или же отверточку, звездочку, кому как удобно. В моем случае вороток. И на 10 снимаем хомут. Отпускаем. Стягиваем вакуумный шланг. Отлично. Оп, стащили и убираем гофру вместе с крышкой, чтобы она нам не мешала. Вот наш дроссельный узел. Сбрасываем тросик газа, проворачиваем рукоятку и выводим кулачок вот таким вот образом. Есть, освободили, снимаем следующее. Освобождаем провода, чтобы они нам не мешали. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки и с клапана холостого хода. Опа. Отсоединили провода. Обратите внимание, для того, чтобы снять, надо просто нажать пальцем на зажимчик. И тут точно так же. То есть он нажимается, освобождает защелочку. Снимаем вакуумные трубочки. Теперь нам понадобится ключ на 12, для того, чтобы снять саму заслоночку. И откручиваем. Болт на 12, 4 штуки. Последний болт достаем, придерживаем заслоночку, аккуратненько отводим и снимаем прокладочку. Вот. Следующий этап. Надо сбросить два шланга. Берем плоскогубцы, выжимаем, отводим хомут. Сейчас оба хомута спустим, а потом будем снимать уже шлангочки. Отвели и аккуратненько стаскиваем. Видите, жидкость немного пошла и прекратилась. Еще то, что мы закрыли заслоночку. Все, больше жидкость не идет. Вот наш снятый дроссельный узел, немного помыт. Открываем, смотрим на износ. Вот у нас явно выраженный износ, царапины на самом цилиндре. Ну, непосредственно есть и на пятаку точно так же. Плюс солидный осевой люфт. Сняли наш дроссельный узел.
Теперь снимаем навесное. Нам нужен ключ на 10. Снимем сначала крепеж. Так, датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода. Инструменты. Нам нужна отверточка, звездочка, ключ на 7 и молоточек. Начнем с датчика положения дроссельной заслонки. Берем отвертку, берем молоточек, легонечко ударяем, откручиваем. Следующий. Так, обращаем внимание, датчик положения дроссельной заслонки нерегулируемый. Он просто ставится и заводится в свое положение. Сняли. Снимаем. Берем ключ на 7. Первый пошел. Второй пошел. Вот, клапан холостого хода снят. Вот дроссельный узел для отправки. Восстановленный дроссельный узел. Проточена рабочая поверхность, убран износ. Вытащен новый пятак под новый диаметр. Установлена втулочка второпластовая и стопор от осевого люфта. Приступаем к установке датчиков. Начнем с клапана холостого хода. Ставим в гнездо. Есть. Ставим датчик положения дроссельной заслонки. Берем датчик положения дроссельной заслонки. Вот гнездо посадочное. Ставим его на ось и проворачиваем. Вот в таком вот положении. И цепляем кронштейн. Берем ключ на 10 и зажимаем. Вот так вот. Дроссельная заслонка с датчиками собрана. Перед установкой дроссельной заслонки мы устраняем накопившийся нагар на всасывающем коллекторе. Берем, либо протираем тряпочкой, либо же, если остается нагар какой-то, срезаем лезвием. Аккуратненько это все удаляем. По поводу прокладки, берем старую оригинальную прокладку, которую вы сняли. Ее выбрасывать не стоит. Она вполне приемлемо, можно использовать ее на второй раз. Просто аккуратненько ее зачищаем, смазываем графитной смазкой. Если же нет, берем вазелин, просто легонечко смазываем. Установка дроссельной заслонки. Начинаем с патрубка. Надеваем. Этап следующий. Обращаю ваше внимание на прокладку. Прокладочка должна стать четко на свое место. Вот, обращаю ваше внимание. Вот форма. Она должна повторять. Если вы поставите прокладку в инверсии, наоборот, у вас будет стабильно подсос на 2000 оборотов. Поэтому прокладочку ставим четко уголочком в верхний левый угол. Вот так вот. Берем болты, наживляем.
Берем ключ на 12 и затягиваем. Еще один момент. Обращаем внимание на вакуумные шлангочки. Если у вас краюшки подсохли и потрескались, возьмите лезвием, аккуратненько срежьте краюшек. Немного, чуть-чуть. И одевайте их максимально глубоко, чтобы они не слетали. Ставим тросик на место газа. Проверяем, чтобы он лег четко в паз. При необходимости проверяем натяжение, чтобы трос газа не был перетянут. Ну и, естественно, чтобы он не висел. Осталось у нас еще один передний патрубок. Мы его натягиваем. Берем плоскогубцы. Садим его на свое место. Проверяем. Все четко село. Фишка на место. Следующая фишка на место. Все фишки на месте. Берем воздухан, ставим на место. И не забываем про вакуумный шлангочек. Одеваем минусовую клемму. Адаптация клапана холостого хода. Включаем замок зажигания. Не заводим машину. Считаем до 10. Отсчитали, выключили. Посчитали в секунд 5. Опять включаем зажигание, повторяем процедуру, тоже считаем до 10. Отсчитали, выключили зажигание, подождали 5 секунд. И уже на третий раз мы можем смело включать зажигание и заводить машину. Как мы видим, после прогрева машины обороты стабилизируются, становятся на 750-850 оборотов и не плавают.